Всем привет, и если вы смотрите это видео, значит вам стало интересно узнать все про новый режим игры в Bleach Brave Souls, а именно Арена. Режим, где 6 игроков в команде 3 на 3 сражаются, собирая очки с уничтожения мобов и персонажей противников. Начнем с интерфейса и того, что в нем присутствует. Слева сверху указан номер вашей комнаты. Ниже мы видим кнопку с наградами. Каждый день есть задание, для выполнения которого нужно сыграть на арене один раз. После чего вы получите 50 очков для продвижения в получении наград. Об этом позже. Во второй вкладке расположены задания, которые выполняются с условием побед на арене конкретной фракции, атрибутом и тому подобное, а также простые победы и завершение боев. Обновляются задания каждый сезон. Следующий пункт – лицензии. Здесь нам открывается возможность получать кучу предметов для улучшения персонажей на арене. Чем больше вы получаете очков, тем лучше награды. Также существует золотая лицензия, которая стоит 250 орбов. Берется на сезон и имеет в своих наградах куда больше предметов, а также в конце билет на 6-звездного персонажа. А чтобы получать эти самые награды, нужно зарабатывать вот эти очки. Итак, как же они зарабатываются? Около кнопки старта находится количество поинтов, всего их 200. Когда вы побеждаете, то отсюда отнимается 40 очков, которые перебрасываются вам в лицензии. Если вы проиграете, то получите только 20 очков в ту же лицензию. Когда вы полностью выжмете все очки, то в лицензию вам ничего не будет зачисляться. И неважно, победит ваша команда или проиграет. В течение часа восстанавливается 10 очков. Можно один раз в день восстановить их с помощью рекламы, но она доступна только на мобильных устройствах. Далее мы переходим к лиге сезона. Здесь показана информация о лиге, в которой вы находитесь. У всех она разная. На арене играть могут люди со всех серверов. Также можно узнать информацию о прошлом сезоне. Лига сезона обновляется 2 раза в месяц. Награды за определенные места в конце сезона показаны на экране. Медали арены можно тратить для покупки различных вещей в магазине арены. В первой вкладке можно купить Ичиго Шика и оранжевого атрибута, которого каждый получает при первом заходе на арену. Во второй вкладке можно покупать ресурсы для прокачки персонажей арены. В третьей вкладке можно купить билет на 6-звездного персонажа. В последней можно приобрести орбы. Также через кнопку меню можно попасть в следующие места. Ввести номер комнаты, изменить настройки чата, награды за трофеи, ранг игроков и ранг гильдий. Пройдемся по порядку. Номер комнаты тут состоит из 7 цифр. Он отображается у вас в верхнем левом углу, как уже было озвучено в начале видео. Настройки чата ничем не отличаются от тех, что есть в кооперативе и эпик рейдах. Награды за трофеи – это орбы. Чем больше трофеев вы собираете, тем дальше вы продвигаетесь. За набор определенного количества дается 50 орбов. Трофеи зарабатываются при победе на арене, но при определенных условиях их можно и потерять. Об этом позднее. Ранг игроков покажет самых топовых игроков со всех серверов. Можно просмотреть, в каком сезоне и на каком сервере кто был самым лучшим, а также сортировать по персонажам. Выглядеть это будет следующим образом. Ранг гильдии отличается лишь тем, что здесь показаны топ гильдии и лучшие игроки из них, которые собрали больше всего трофеев. Заглянем в персонажей. Зажав вашего персонажа, вы получите следующую информацию. У вас будет две вкладки, стандартная и ареночная. Во вкладке арена указаны линки, которые вы поставили персонажу, а также показан уровень прокачки и ульты. Чем выше уровень ульты, тем больше статов прибавится. Они отмечены зеленым цветом напротив родных статов персонажа. В стандартной вкладке, нажав на кнопку лист, можно просмотреть все скиллы и всю прибавку от прокачанных уровней вашего персонажа. А теперь перейдем непосредственно к прокачке. Открыв вкладку Change, мы увидим выбранного персонажа, которого можно сменить, нажав на кнопку Change Character. Все они 200 уровня. Однако они все являются отдельными от обычной игры персонажами, ибо прокачка линков и трансы не повлияет на них здесь. У каждого персонажа есть свой ранг. Играя за них, вы получаете трофеи, благодаря которым повышаете ранг персонажа. Чтобы улучшить его на второй, потребуется всего 100 трофеев. На третий уже 200, и так по нарастающей.
У персонажей есть линки, которые открываются при повышении ранга. В них можно поставить любого персонажа соответствующего атрибута. Здесь есть небольшая перестановка линков. Если у персонажа в обычной игре линк на откат приемов, то здесь будет на повышение урона с них. В свою очередь персонажи с линком на повышение урона тут имеют на скорость отката. Если у персонажа двойной линк, то здесь будет совершенно другой, как, например, у Тацуки. Она имеет родные Normal Attack Damage и воскрешение, а тут поглощение урона. Также каждый персонаж имеет дополнительную характеристику, когда вы прокачаете его до 5 ранга. Поставив такого в линк, игровой получит усиление. Выбранный сет линков можно сохранить и загрузить. Доступно несколько ячеек для сохранения. Также их можно переименовывать. Прокачка уровня персонажа даст вам повышение статов и дополнительный скилл. Например, у Ичиго ТКВ на 5 уровне открывается уворот от атак врагов с шансом в 11%. На 10 уровне откроется повышение урона с приемов на 30%. Повышается уровень за ресурсы, которые вы получаете с лицензии или при покупке в магазине арены. Существует 4 вида ресурсов: малые и средние сферы, героические и чемпионские сертификаты. Если вы прокачали персонажа до 5 ранга, то его второй линк сольется с родными статами. Именно поэтому у моего Ичиго не 835 СП, а 925, так как от линка пришло 90 единиц СП. Вот эта кнопка покажет список всех персонажей, которыми вы зарабатывали трофеи, а также их количество. Нажав на вот эту кнопку, вы сможете посмотреть условия на данный сезон. Здесь присутствуют правила, такие как повышение урона с сильных атак, список мобов, место сражения и сколько игроков может участвовать в бою. Кнопка Invite позволит вам играть вместе с друзьями и согильдийцами. Вы сможете отправлять приглашение в комнату, после чего, нажав на кнопку чата сверху, вам откроются вкладки, где будет присутствовать чат арены. Там вы сможете увидеть сообщения вашей комнаты, а также приглашения от других людей присоединиться к ним. Вот мы и разобрали весь интерфейс арены. Теперь перейдем к ней самой и ее фишкам. Для начала хотелось бы отметить, что в данный момент лучшими персонажами для арены являются Айзен с годовщины, Ичиго с одним рогом, Ичиго ТКВ, Ичиго с годовщины, Красный Гримджоу, Масаки и Бьякуя с годовщины. Остальные тут будут слабее, даже таки надо. Масаки вывозит здесь очень хорошо за счет барьеров с бустом. Айзен и Ичиго Рог с ТКВ must-have персонажи, которые обязательны для арены. Остальных стоит использовать для прокачки ранга. Бьякуя хорош своей воронкой, которая сперва сильно дамажит, а после охотится за врагами. А также у него есть бомбардмент. Ичиго же с годовщины и Гримджоу имеют большие радиусы. В дальнейшем даже не сомневайтесь, что появятся новые топы, которых обязательно стоит выбивать для арены. Тройка сильнейших здесь заходит тем, что они имеют слишком большие радиусы и мощность со своих атак. Достаточно посмотреть на то, как они себя ведут, пока я вам все это рассказываю. Обращайте внимание на экран, там и Айзены, и Ичиго. И с ними шутки плохи. Атаки Айзена и Ичиго ТКВ бьют на дальнюю дистанцию и позволяют выносить врагов на расстоянии. А Айзен еще и нагладывает 2 дебафа сразу. Кстати, как вы знаете, у Айзена присутствует 50% шанса увернуться от любой атаки персонажа с фракцией Шинигами. Так вот, это не сработает, если вы пойдете на ТКВ Ичиго, так как у него есть игнор этих уворотов. Это можно заметить при моих атаках в сторону Айзена. Они никогда не пропускаются, если я попадаю. В то же время Бьякуя мажет только так. А что это за вражеские персонажи тут бегают? Они будто NPC, которые остаются, когда вы вылетели из-за неполадок с интернетом. Да, все верно. Ведут они себя здесь как NPC. Союзники же играют вместе с вами, как в кооперативе. Однако, если кто-то вылетел до загрузки или не удалось собрать полную команду, то один из персонажей будет заменен на обычного древнего према. По типу сайфон, как вы можете видеть сейчас на экране. Когда вражеские персонажи атакуют, показывается зона поражения. Будьте внимательны. В зависимости от убитого моба, вам дается разное количество очков. За убийство вражеского персонажа вы будете получать сначала по 100 очков, а затем оно повысится до 200. Также есть шанс, что с убитых врагов выпадет одна из 3 частиц, а именно хилка, зелененькая, ульта, фиолетовая, или повышение статов, желтая.
Убивая врагов, у вас восстанавливается вот эта желтая полоса, а у врагов она уменьшается. Но и они, убивая мобов и вас у себя, восстанавливают свою полосу, тем самым калечат вашу. Как только полоска дойдет до нуля, она перезагрузится, и у команды отнимется очень много очков, а другая команда их получит. С каждым разрушением полосы прибавляется время сражения, которое здесь ограничено 3 минутами. Иногда появляются ящики или сферы, в которых будет лежать хп, ульта и повышение статов. Ульта с хп-то понятно, что дают, но что за повышение статов? Что же, этот бонус повысит все ваши статы на 30%, а также около иконки персонажа появится желтая стрелка. Этот буст также выпадает с убийства врагов. Цифра показывает, сколько желтых частиц вы собрали, чтобы повысить статы. Максимально можно сделать 10 прибавок к статам, то бишь на стрелке будет цифра 10. Но все собранные желтые частички, которые сделали из вас машину для уничтожения, а также супер жирного танка, исчезнут в мгновение, если вас убьют. Поэтому будьте бдительны в сражении, ведь чем выше цифра на стрелке, тем сильнее ваш персонаж. На откат для воскрешения уходит 10 секунд, после чего вы сможете продолжить бой. Количество воскрешений не ограничено. Стоять и лежать без дела у вас тоже не получится, потому что обе команды тупо проиграют, если спустя несколько секунд после вот такого сообщения вы ничего не сделаете. Также в бою иногда будут появляться специальные миссии для обеих команд. За их завершение команде начисляют очки. В миссиях обычно нужно убить мобов определенного атрибута, просто убить пачку мобов и победить вражеских персонажей. Ульта здесь очень может выручить вас. По истечению времени вы сможете посмотреть результаты вашего сражения. У чьей команды будет больше очков под желтой полосой, та и победит, получив монетки для прокачки персонажей, а также трофеи. Команда, которая проиграет, получит меньше монет. А если у вашего персонажа 7 ранг и выше, то при поражении вы будете терять набранные трофеи. Так произошло у с ТКВ Ичиго для наглядности. На финал у нас показывают участвовавших игроков и сколько каждый из них набрал очков в итоге. Те, у кого больше всего, отмечены аббревиатурой MVP, которая означает «самый ценный игрок». Ну и еще вы сможете посмотреть то, как прошло ваше сражение на реплее. В заключение хочется дать базовые советы для битв на арене. Всегда уклоняйтесь от атак, обращайте внимание, куда бьет противник, особенно следите за мобами, так как их атаки не выделяются, как у персонажей. Как только появляются боксы со статами и ультой, сразу ломайте их, чтобы получать усиление. Не бегайте все в одной куче, враги появляются в разных частях карты, и для эффективного сражения лучше держитесь подальше друг от друга. Убивайте всех, кто появится в вашей видимости, не жалейте приемов, а также уворачивайтесь от вражеских атак. Дополнительно сразу отвечу на популярные вопросы. Стоит ли покупать золотую лицензию? Если у вас много орбов и вы постоянно сражаетесь на арене, то да. В противном случае лучше сохраните орбы на витрине. Стоит ли качать всех персонажей? И если речь идет о ранге, то определенно да, ведь их линки будут давать отличную прибавку к силе и возможностям вашего основного персонажа. А вот уровни качайте лучше тем, кем играете, ибо у персонажей в линках они все равно не дадут никакой прибавки вашему мейну. Как определить, хорошо или плохо зайдет персонаж на арену? Как уже рассказывал ранее, все решают скиллы основного древа и сами атаки персонажей. Если первая атака бьет по прямой линии сразу, не отталкивая врагов, то это определенно топ для арены. Если второй прием бьет в большой области, как у ТКВ Ичиго или Айзена, который еще и воронку выпускает, то это определенно топ для арены. Также хорошо зайдет воронка, которая сперва стягивает врагов, а потом отдаляет их подальше от вас. Третий же прием идеален, если бьет на весь экран. Это самый лучший вариант атак для сражений на арене, да и в любых режимах игры в принципе, кроме PvP. Всем огромное спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки и оставлять свои комментарии. Я надеюсь, данный гайд был вам полезен и вы узнали много нового, а также готовы покорять арену, зная все ее аспекты. Отдельная благодарность спонсору моего канала за его поддержку, а также актив в его жизни. Если желаете стать одним из них, то жмите на соответствующую кнопку под видео, получите крутые бонусы. Всем удачи и всем пока!